Счастье, счастье, счастье летит. Моим любимкам. Овны вам. Всегда поддержать надо овна. Своей семье, своими близкими всегда поддержать овна. Идей много, желаний много, вкус жизни есть, интерес к жизни есть. Поддержать всегда эти начинания. Итак, мои хорошие, запускаем счастье в 23 год. Вот в такой красивой форме. Красное. Марс. Красное счастье любви, здоровья, финансовой стабильности, радости, наслаждения, вкуса к жизни. Вот такое счастье мы с вами вместе запускаем в 23 год. И посмотрим, с чего начинается этот год. О чем январь, как стартует весь 23 год. Ну а вижу Розану, слышу такие слова. Сразу такой красный, красивый лайк. Марсовский. Спасибо. Ну что, смотрим. Конечно же, можно начать с вашего управителя, с Марса. Но мы с вами начнем, конечно же, с Юпитера, который сделал транзит к вам. Зашел к вам транзитом Юпитер. Юпитер – это планета, которую мы все с вами ждем. Сделала большой круг, все 12 знаков прошла и, наконец-то, в первый знак, то есть Юпитер пришел к своим детям. Когда такая планета мудрости, щедрости, философии жизненной, подарков, поддержки. Вот такая планета Юпитер, когда заходит там, где дети. Потому что для Юпитера вы дети, вы первый знак. Вы действительно пробуете, начинаете, у вас есть вкус жизни, настроение к жизни. Что-то не получилось, но и что? Буду другое что-то пробовать. Очень важен процесс, когда я делаю. Да, может быть, в конце нет определенного результата, но зато был процесс. Вот так вот развивается Овен. И когда здесь находится у вас Юпитер, ну, конечно, вы чувствуете эту, очень чувствуете эту сильную поддержку. И она для вас, эта поддержка, удивят перемены. И вот сразу год начинается с того, что вы будете чувствовать и удивляться переменам, которые происходят в вашей жизни. Итак, Юпитер находится у вас в первом секторе. Юпитер вас посетил для того, чтобы вас поддержать. Это такой же огонь. Ну, посмотрите, как будет работать у вас Юпитер. Вот он появляется, казалось бы, в первом секторе. Вот так примитивно сказать, внешние изменения, захочется поменять свой гардероб, захочется какие-то преобразования. Это все нет, это не для овнов. Для вас абсолютно другое. Юпитер, когда к вам заходит, он вам приносит мудрости. От чего могут быть удивительные перемены? От того, что что-то ты познал. То есть преобразование не внешне происходит. Ты кофточку другую купил или стрижку другую сделал. Не внешне, а внутренне, ментально. Это еще раз и еще раз подтверждает формулу, по которой я сначала думаю, потом действую. Ваш Марс, да, вот так, ты рожден действовать сразу, реакция сразу. Но еще раз и еще раз говорю, любое положение планет, ты управляешь этим. Не они тобой командуют. Ты можешь это всегда поднять, исправить, переделать. Ты можешь над этим, называется, поработать. Поэтому, конечно, когда во взаимодействии получается действие и мысль, тогда, конечно, есть эффективный результат, тогда есть качественный результат. Тогда любое начинание, которое ты начал, а у вас столько идей, у вас столько источник просто идей, то, чем вы можете заняться, что вы хотите делать. У вас идеи и интересы есть, что пока вы фонтанируете этим всем, у вас друзья и не друзья, которые выхватывают эти идеи, у вас берут и
там, где вы остановились, не дошли, они доходят и потом получают хорошие результаты. У вас очень много есть кто по пути забирают эту вашу мысль, забирают эту вашу идею. Если изначально вот для этого зашел к вам Юпитер, изначально показать вам формулу, я принес вам мудрости, я принес вам изменения, я принес вам поддержку ментально, внутренне. Не просто поменять свой какой-то стиль, а поменять стиль жизни. И эти мудрости к вам будут попадаться и встречаться на протяжении всего года. Особенно это начинается сразу же с января месяца. Он у вас уже зашел в конце декабря, зашел Юпитер к вам. Вы будете чувствовать, и вам будет литература определенного характера попадаться. Вам люди будут попадаться. Вы смотрите фильм, и какое-то просто 2-3 слова вы уловили, и вы вдруг получаете от этой фразы сказанной ответ на какие-то свои вопросы. Вам это будет идти в руки. Но вы должны понимать, что Юпитер очень любит бывать у овнов. Но вы должны знать одну тонкость Юпитера. Юпитер всегда и все предлагает тихо, шепотом. Он ничего тебя не заставляет, никуда тебя не толкает, ничего над тобой нет. Это где-то, как-то выплывает, но ты увидишь или услышишь. Это только выбор за тобой. Поэтому, конечно, присматривайтесь, прислушивайтесь, больше такое внимание делайте, но вы что-то обязательно этот год не оставит. То, как было этот год, обязательно вы увидите перемены. И эти перемены произойдут внутреннего характера, ментального характера. Особенно те отношения у овнов, те отношения, которые на агрессивно-активной стадии. Вот то вы поругались, то вы помирились, то вы поругались, то вы помирились. Эти отношения очень сильно выматывают. Они не приведут ни к чему хорошему, они выматывают твой организм. Ты не функционируешь полноценно, ты функционируешь вот на этот короткий период. А когда вы в скандале, вы в ссоре, ты даже выбит начинаешь быть из жизни. И вот этим философиям вам Юпитер очень во многом поможет и подскажет, и поддержит. Так что присматривайтесь, прислушивайтесь, определенную литературу почитайте. Кто-то, возможно, захочет заняться той же астрологией, йогой, медитации какие-то сделать. Кто-то найдет для себя, оно вас будет выводить в жизни вот в этом году, потому что Юпитер будет таким образом работать, он вам будет как-то вот посылать определенных людей, обстоятельства, где вы захотите именно вот познакомиться с философией жизни именно от Юпитера. Вот таким образом для вас работает Юпитер. Теперь давайте смотрим, где ваш Марс, ваш управитель, как он себя будет вести в январе месяце. Марс находится в Близнецах. Марс находится в Близнецах, и там Марсу, так скажем, есть где разогнаться. Он там в свободном, этот Марс абсолютно ваш, потому что здесь ему легко, свободно, он тоже пробует. Близнецы дают команду, он выполняет, Марс дает им силу для того, чтобы сделать, а там тоже фонтан идей, там тоже фонтан информационный. И таким образом себя ведет Марс, который вам очень знаком. Эта энергия вам очень знакома, на вас она очень хорошо работает. И он находится до 12 числа в ретроградном движении. В ретроградном движении вполне может быть, что это отражается на вас. Потому что идет по сектору где-то сдать какой-то экзамен, где-то пройти тест, подготовиться к каким-то урокам, к каким-то лекциям, к каким-то выступлениям. Вот что-то нужно такое, все, что связано с учебой, а также все, что связано с проектом, который вы не один. Вот как-то так в одиночку не особо любит работать и создавать что-то в одиночку не любит Овен. Вы любите команда, чтобы была.
И, конечно, вы в команде ведущий. Конечно, вы лидер. И вот это положение Марса что-то вот вернет вас немножечко куда-то вот в какой-то свой прошлый проект или в текущий проект, но он у вас, ну, что-то, может быть, не особо развивается. Или вот где-то застрял, какой-то экзамен не досдали, или где-то какой-то тест не прошли. Там нужно было, допустим, ну, тот же экзамен пройти на вождение или тест пройти какой-то в интервью куда-то вас для того, чтобы разослать свои бумаги, вам где-то нужно какие-то тесты пройти. То есть вернется куда-то, отправит вас туда, в ту ситуацию, вы там должны ее завершить и закончить или еще раз ее проделать. У вас есть проекты, которые вы вели, ну вот на каком-то этапе вы потеряли интерес. Это очень часто бывает у овнов. Вот почему-то захочется вернуться опять к этому проекту и что-то там начинать подновить, что-то делать, и как будто бы его еще раз запустить. И он будет, кстати, очень удачный и успешный, потому что огонь Марс находится в очень информативном пространстве, тоже в любопытном, тоже в жаждущем жизни, в жаждущем общения, информации, переговорить, обсудить, встречаться. Вот такой вот Марс, такой, который вам знаком очень хорошо, вот такая энергия. Поэтому да, вполне может быть по определенным обстоятельствам нужно будет вернуться и что-то дальше продолжить, закончить, подвести там какие-то выводы сделать из ситуаций. Итак, Марс будет находиться до 12 в ретроградном движении, потом пойдет на прямое движение, у вас очень хорошая будет энергия, у вас будет хорошее физическое состояние, вам будет жажда жизни, интерес к жизни. Не так, что ты делал и очень сильно устал. Голова начала болеть, голова это ваше, давление, голова ваша, глаза, потому что у вас интуиция через глаза. Если Овен увидел, это показатель интуиции, увидел и глаз это зацепил, это и есть показатель, это вот есть ваша интуиция через глаза. Поэтому часто вам говорю, если в течение дня есть возможность, на 2-3 минуты закрыть глаза, чтобы немножко дать им отдохнуть, потому что очень большой информационно у вас не через ментально, а через глаза проходит информационный поток. Итак, на прямое движение, когда Марс пойдет, у вас очень хорошая такая энергия появляется. Ее будет достаточно, на все ее хватит. Огромный интерес и вкус жизни появляется. Вы сможете на этот период быть в одно время в 5 местах. С кем-то вы переговоры ведете, здесь вы уже где-то кофе пьете, с кем-то вы разговариваете, кому-то смс-ку отвечаете. Вот вы все, и у вас будет на это очень хорошая энергия. И ее будет достаточно, вы не будете уставать. Большой шанс, очень хороший шанс. Пока еще Марс у вас стоит в Близнецах, очень большой шанс встретить своего человека, познакомиться с кем-то. Это хороший показатель. Близнецы всегда ищут пару. Марс, который находится в Близнецах, он ищет там пару. Он там просто так не стоит, он ищет там пару. И как физически вот встретить своего человека, так и пару поговорить. Пообщаться, что-то пообсуждать. Посмотрели какой-то фильм, надо этот фильм обговорить. Возникает столько вопросов по этому фильму. Или что-то увидели, какую-то там рекламу, где-то новое начинается строительство. А ну-ка я сделаю, узнаю, а что это за земля, что это за квартиры, а когда запускается проект. Хочется собрать эту информацию. Вот такой Марс, который вам очень хорошо работает и вам очень хорошо знаком. Так что большой шанс есть и встретить своего человека, и встретить свою родную душу, с которой вот общаться будет хорошо. Друзей новых приобрести. У вас всегда достаточно друзей. Многие друзья, когда зайдет к вам Юпитер, многие друзья сами по себе отвалятся, потому что у вас появится вот эта философия жизни. Вот вы не захотите идеи, которые есть, вы очень много делитесь. И у овнов много завистников, потому что думают, что вам так все легко. Ой, он за что не возьмется, он все это, у него все получится, потому что у него столько энергии, или она там такая активная, у нее она все сможет. Думают, что это вам очень легко делается. Поэтому, конечно, у вас очень много есть
так скажем, недоброжелателей, которые вот эти идеи ваши подхватывают и дальше развивают ее, если вы на каком-то этапе останавливаетесь. Ну давайте посмотрим, что будет делать Меркурий. Что Меркурий? Почему Меркурий? Потому что там, где стоит ваш Марс, управитель Меркурий. Поэтому что делает Меркурий? Меркурий тоже находится в знаке зодиака Козерог. Находится в знаке зодиака Козерог. Почему тоже? Потому что там стоит стелиум планет. Там находится Солнце, там находится Меркурий, там находится Венера, там находится Луна и такой Плутон. Там все находится в этом. И это говорит о том, что Меркурий очень сильный. Это еще раз и еще раз обращается этот Меркурий. Для вас это будет третья позиция, для вас это Меркурий будет третья позиция. Тоже обращается к вам. Стоп, Меркурий, сейчас я посмотрю. Меркурий для вас это 10-я позиция. Итак, смотрите, Меркурий будет для вас, еще раз и еще раз вам говорит Меркурий. Пообещал, сделай. А это как конкретно касается статуса, конкретно касается карьеры, конкретно дел, которые ты дела делаешь. Это вот об этом будет говорить Меркурий, который очень конкретный. Договорился, выполняй, уважай время. Мы с тобой на такой срок договорились, и мы на такой час договорились. То есть эти показатели будут вам очень сильно в январе месяце прям открывают год такими очень сильными показателями. Не расходилось слово с делом. Слово здесь очень сильное. То есть мысль сначала, потом я делаю. И это должно быть в гармонии, это должно быть все созвучно. Ничего не должно выпадать из этой схемы. Вот таким образом будет работать для вас Меркурий. И Меркурий сделает очень хороший, сразу 5 января, Солнце, которое будет находиться, оно сразу же сделает очень хороший аспект. Оно тоже находится в этом же статусе. Сделает с Ураном. То есть, да, внезапно, неожиданно вы сами почувствуете, как хорошо, когда вот так вот все складывается, когда утром есть какой-то у меня план, который я на сегодня должен сделать. А вот этот план уже у меня собрался на неделю, а я в эту неделю вложился. Я все выполнил пункты, которые я записал. Вот так вас подберет этот стелиум, который находится в знаке зодиака Козерог, он полностью на вас работает вот в этой в организационном поле. То есть он вас очень сильно организует, этот стелиум, для вас таким образом. Поэтому, конечно, этот месяц, январь, для вас это перемены, которые вас удивят. Вот вы будете сами удивляться, как-то все по-другому выстраивается в жизни. И, конечно, эти прекрасные, чудесные перемены такого внутреннего характера очень во многом зависят от того, что Юпитер вот такую философию вам преподнесет мудрости. Я всегда говорю, под любую ситуацию подложи философию. Любую ситуацию подложи философию. Никогда не задавай вопрос, зачем мне это, почему со мной так, как это так всегда со мной. Это вопросы в никуда, это вопросы в пустоту. Первый вопрос, что бы ни произошло, ты должен единственный вопрос сказать, что я должен в данный момент делать. Что бы ни произошло в жизни. Не почему это со мной, почему это мне, как это так, вот пришла ситуация, что я должен сделать. И вот это, что я должен делать, то есть сконцентрировать, собраться и на ситуацию реагировать. Вот это, что я должен делать, принесет вам сам Юпитер. Вы будете эти перемены ощущать и чувствовать, и пишите о них. Я знаю, что многие овны меня слышат, очень хорошо слышат. Ну что, мои хорошие, ждем вот такие вот ментальные только по Юпитеру. Это такой подарок от Юпитера. Это никто на тебя не давит. Это никакие обстоятельства тебя не загоняют куда-то. Ты должен делать. Это ужасно. Не могут овны
Не могут овны, чтобы их что-то заставляли. Настолько не могут, потому что это ребенок. Ему интересно, вот если спроецировать, ему интересно попробовать, а что это? И когда говоришь, нет, нельзя, нет, не трогай, конечно, ребенку это хочет. Вот так по жизни вы остаетесь, это самый молодой знак. И в 70 лет вы остаетесь молодыми. И эти глаза всегда видно. Вот идет и блестят глаза, это Овен идет. И эти глаза молодые, любопытные, всегда остаются до глубокой старости. Ну что, мои хорошие, запускаем счастье. Запускаем счастье такого философского, мудрого, от юпитерского счастья с вами запускаем. Но вижу Розану и слышу такие слова. Овны. Прямо иногда смотрю и вижу хорошие лайки от вас. Обнимаю вас.